Принципы строения нервной системы. Что такое неврология? Это раздел медицины, который изучает строение и работоспособность при патологии и в норме. Она состоит из центральной и периферической. Центральная – это два мозга, головной и спинной, а периферическая – это все нервы. А из центральной нервной системы есть еще особые выросты, ну, например, нервус оптикус, которые идут на сетчатку глаза, где уже идет рецепция цвета. Да? Есть еще бульбус ольфакториус, первая пара черепно-мозговых нервов, тоже выросты необычные, где идет обоняние, которое, кстати, при ковиде поражается. Писали что-то 80%, или сначала писали методички 50%, потом писали 80%, да нет, под 100%. Вот, в общем, у нас же отделение это все переболело ковидом, 95-98% сотрудников, вот моих, в частности, неврологии переболело, обоняние вылетело у всех. Итак, головной мозг соединен корпусом каллезом, мозжечок, ликворная система желудочки мозга, продолговатый мозг, понс мозг, собственно продолговатый, и пошел уже дальше спинной мозг. Центральная и периферическая. В периферической нервной системе относятся черепные, спинальные и периферические нервы и ядра. Есть еще вегетативная или автономная нервная система. Все в нервной системе, где бы она ни находилась, все основывается на нейроне. Нейрон – это клетка, у которого очень много выростов. Длинный – это аксон, классический, и коротенькие – это дендриты, с которыми, при помощи которых эта нервная клетка соединяется с другими нервными клетками. Ну, классически так. Но вообще-то эти дендриты могут быть и равны аксону, или могут быть редко длиннее его. Вот сегодня вы слушаете, вот сегодня сколько, 168 человек решило прокачать себе нервную систему. И если вы сейчас не спите за экраном, а пытаетесь напрячь свой мозг, да, вписать в него новую информацию, то у вас после нескольких часов, я думаю, через 2-3 часа активной умственной работы у вас образуются новые связи. У кого-то образуются, у кого-то нет. Образуются дендриты двух соседних нейронов, законнектируют. Называется этот феномен спраутинг, то есть вырост дополнительных нервных окончаний при помощи нейроглии, соединение их в новые образования, новые соединения, новые коннекции, и этот совершеннейший биокомпьютер получит новую сетку какую-то, в которой будет записана новая информация. Для кого-то информация будет просто в логике заключать, для кого-то будут факты, у всех будет разная информация записана. Но вот сейчас у вас в голове происходит именно вот как раз вот этот спраутинг. Но он происходит не так, то есть, что, например, я вам говорю, есть слово аксон, вы его слышите первый раз, и у вас на слово аксон вырастает быстренько дендрит, прицепляется к соседней клетке, и все, вы его запомнили. Нет, к сожалению, не так. Там сначала импульсы, потом идут нейромедиаторы, химические вещества, а потом по пути, к которому они проложили, медленно начинается при помощи вот этого феномена спраутинга. Он был, кстати, изучен, когда нейротрофины исследовали, когда исследовали вещества, которые стимулируют мозг, в том числе, например, церебролизин. Вот. И как раз вот это очень есть красивые видео. Видно, что вот на замедленной съемкой, как снимается, как вот эти вот нейроны начинают коннектировать с друг другом. Все, конечно, построено на потенциале действия. Это потом мы можем проследить в некоторых болезнях, которых мы клинику будем с вами изучать. Потом нервный импульс передается с дендрита на клетку или с дендрита на дендрит, или, например, с аксона на мышцу, передается через синаптическую щель, в которой есть химический передатчик импульса, это ацетилхолин, и фермент, который с ним борется, уменьшает количество его в синаптической щели, ацетилхолин эстераза, вот, передает уже импульс на другую клетку, на другой
отросток соседней клетки или на мышцу. А всю строму, что из нас лужица не получается, а держит какую-то форму при помощи астроглии, которая находится между нервными клетками, которая не только форму головного мозга поддерживает, не только гематоэнцефалический барьер образует. Что такое гематоэнцефалический барьер? Ну, не при каждой же инфекции, не при каждой же вирусемии или бактериоемии, то есть когда у нас в крови циркулирует вирус. Ну, давайте возьмем грипп. Да? Болят мышцы, болят глаза, у нас эти симптомы дыхательной недостаточности могут быть, а в мозгах все чисто, голова нормальная, например, да, менингиальных знаков нету, фотобоязни нету, головной боли нету. Значит, гематоэнцефалический барьер данному вирусу был недоступен, и он не попал в мозговую ткань, энцефалита не развилась. Или, например, при сепсисе. То есть сепсис может дать отсевы в соседние органы, например, в сердце, и развиться бактериальный эндокардит, который потом расплавляет стенки клапанов, и потом будет дефект клапанный, например, да, а может попасть в мозг при сепсисе, то есть будет вторичный менингит, а может не попасть. Вот благодаря вот этой защитной функции нейроглии, которая формирует гематоэнцефалический барьер, собственно, и достигается того, что у нас мозги остаются при части заболеваний нетронутыми. Это очень здорово, что этот барьер есть. Ну и есть, собственно, у нее дополнительные другие функции. Вторая часть — спинной мозг. Вот он так выглядит на секции и на картинке. У нее есть задние корешки, передние, которые сливаются вместе в один спинномозговой корешок. Спинной мозг находится в спинномозговом канале, а спинномозговой корешок идет в отверстие. Здесь может сдавливаться грыжей диска. Здесь же заходит, вот в этом же канале заходит артерия. Эта артерия может грыжей диска точно так же. Это тело позвонка. Потом будет диск, а потом опять позвонок выше. Вот. Эта грыжа диска может сдавить и артерию, и нерв. А также эта грыжа диска, если она пойдет медиально, то она сдавит спинной мозг. А вот это остистый. Остистые — это те, которые бугорки вы видите на спине. Вот спиной поворачиваешься, да, пациент к тебе поворачивается, ты видишь бугорочки. Это как раз остистые отростки. В спинном мозге есть серое, там, где ядра клеток, вещество, и белое, где отростки клеток, которые идут вниз или вверх по определенным путям. В мозгах лоб, висок, темя, затылок. У каждого свои функции, причем обильно расположенные по бороздам и зонам мозга, которые все в цитоархитектонике описаны. Мы здесь видим базис мозга, мы здесь видим хиазму оптицы, видим бульбус ольфакториус, вот, видим четверохолмия, вот, и мозжечок здесь убран, вот он здесь на следующей картинке. И корпус каллозум в серединочке, который соединяет, коннектирует два полушария. И здесь не только базис виден, но и внутреннюю поверхность каждого полушария. То же самое видно на секции. Здесь видно ликворные пространства, здесь виден четвертый желудочек, мозжечок, понс продолговатый, разрез четвертого желудочка, где находятся ядра, большинства ядра черепно-мозговых нервов. Нейрогистологию особенно не говорим, это у вас было на первом-втором курсе. Проводящие пути соединяют все зоны мозга между собой. В подкорке находятся подкорковые ядра. Подкорки нет подсознания. Вот когда мы в обывательской речи слышим фразу «подкоркой чувствую», «подкоркой думаю», вот, то в подкорке находятся ядра стриополидарной системы. И подкорка к подсознанию отношения никакого не имеет, там немножечко другие функции. Мы тоже с вами в теме паркинсонизма, экстрапирамидная система, мы вот эти подкорковые ядра и их функции будем разбирать. Вот, собственно, то, что я хотел сказать о строении нервной системы. Сейчас я переключусь на чувствительность, а вы остаетесь на месте. Чувствительность.
Презентация всем видна? Плюсики, пожалуйста. Плюсики, минусики. Презентация всем видна, ребят? Отлично. Поехали. Поехали. Чтобы нервная система работала, должно быть какое-то восприятие снаружи, и, собственно, ее сохранение этой информации, и анализ, и передача на органы и эффекторы, ту же мышцу, чтобы создать какую-то защитную ответную реакцию. Да? Например, мы увидели, услышали комара, он нас больно укусил, мы его должны прихлопнуть. Ну, соответственно, вот сработали болевая чувствительность, сработал звуковой анализатор через дублирующую систему, то есть боль, звук, абсолютно разные нервы, локализация в голове и в теле человека, а в итоге все решилось одним, что другая рука, значит, противоположная, прихлопнула этого комара. Работал практически мозг над всем вот этим мелким насекомым, чтобы от этого избавиться. Вот. Много очень рецепторов, благодаря тому, что вот на примере комара я, собственно, вам и сказал. Рецепторы, каждый отвечает за себя, то есть универсалов не существует, то есть вот как, например, у нас есть разделение везде, да, разделение на специалистов, вот разделение точно так же и на рецепторы есть. Каждый рецептор занимается своим, локализуется в определенных зонах мозга. Обилие все рецепторов, рецепторной информации поступает в спинной мозг, на уровне этого сегмента формируется какой-то рефлекс, а также информация со вставочного нейрона поднимается вверх в голову и дает нам информацию, что да, нас укусили, да, мы что-то увидели или какой-то другой. То есть и сегментарная ответная реакция, и одновременно информация в большие полушария, что такой факт совершился. Рецепторов, соответственно, много очень, фото, хемо, термомехано. Они переносят различные болевые, температурные, тактильные, вкусовые, звуковые, зрительные, обонятельные. Последние являются дистантными, то есть рецепторы никто не касается. В суставах, сухожилиях и связках находятся проприо, а во внутренних интерорецепторы. И, соответственно, из рецептора проводникового пути и анализирующей зоны коры мозга, вот, то есть получается рецептор, проводник и мозг, все это вместе будет называться анализатор. Если хоть какая-то функция этого анализатора пострадала, пациент придет к врачу и скажет: у меня кружится голова. Ну и ты должен определиться, кто ж тут виноват. Большой палец ноги, внутреннее ухо, мозжечок, лоб или, значит, кто? Или, например, таламус. Да? Вот, и я должен, причем на каждую зону разное заболевание будет и разное будет лекарство. Поэтому, зная, как, например, вестибулярный анализатор при головокружении работает, такие тесты из всего многообразия я должен провести и поставить диагноз, назначить правильное лечение. Вот такие анализаторы есть у человека. Кожные, суставно-мышечные, интерцептивные – это внутренние органы, обонятельный, вкусовой, гравитационный, слуховой и зрительный. Соответственно, ему и виды чувствительности, соответственно, вот этим анализаторам. Поверхностное, проприо, интро. Все, что я сказал, нарисовано в данной табличке, в данной графической картиночке. Чувствительность специальная – это в основном дистант, рецепторы справа, зрительная, слуховая, вкусовая, а общая бывает простая. Экстра – болевая, температурная, тактильная. Проприо – это давление вибрационное, мышечно-суставная, вибрационные, причем страдают самыми первыми. Мы будем с вами говорить, когда будем рассказывать о полиневритах, алкогольной диабетической этиологии. И сложные – это двухмерно-пространственная, стереогноз, локализация. Нервное волокно идет не одно. В самом нерве находится зачастую и чувствительные, и двигательные, тогда нерв будет называться смешанным. Там находится адвентиция, которая держит все вот это вот великолепие. Жировая ткань, сосуды. Называются ваза нерворум. И, собственно, вот такой нервный проводник и доводит импульсы до головного мозга. Сейчас самое сложное в лекции, потому что мы будем разбирать на практических занятиях, вы будете писать
угадайки и будете сдавать на экзамене. Вот самые сложные в неврологии, совершенно ни на что не похожи, это проводники поверхностной и глубокой чувствительности. Они есть во всех топических учебниках. Сейчас я вам расскажу, как читается вот эта вот схема из зеленых синеньких полосочек, какое значение носит ее знание и как невролог применяет это на практике. Зачем это нужно в эпоху анализов, генетики и МРТ. Итак, мы с вами будем рассматривать проводники болевой и температурной чувствительности. Проводники болевой и температурной чувствительности здесь изображены синим. Через болевой рецептор, который находится в коже или температурный, импульс идет в первую нервную клетку, которая называется первой нервной клеткой или первым нейроном, первым нейроном чувствительного пути, чувствительного тракта. Она же называется псевдоуниполярный нейрон, потому что ее аксон и дендрит длинные. У нее не два аксона, у нее также дендрит, просто один может быть равен другому по длине, поэтому называется псевдоуниполярный. Находится он точно так же, как и его сосед, в спинальном ганглии. И через спинномозговой корешок в составе заднего корешка входит в спинномозговой канал, в котором заходит в спинной мозг, а именно в серое вещество, которым здесь розовым нарисовано, серое вещество спинного мозга, где переключается на второй нейрон. Первая часть понятна. Чувствительный путь раз, два, три, трехнейронный. На вопрос, сколько нейронов в проводнике болевой и температурной чувствительности, ответ 3 нейрона. На вопрос, каким нейроном по счету осуществляется перекрест, ответ 2. После переключения в заднем роге спинного мозга на второй нейрон отросток второй нервной клетки второго нейрона на 1-2 сегмента выше в области передней серой спайки спинного мозга на 1-2 сегмента выше переходит на противоположную контралатеральную гетеролатеральную противоположную сторону. Да? Это все 3 слова синонимы. Русский, греческий, латинский. И в боковых канатиках в белом веществе поднимается до таламус оптицы в чувствительный триггер, эмоциональный триггер боли, где переключается на третью клетку, которая уже дальше сообщает в теменную долю или постцентральную извилину, потому что центральная борозда делит лоб и темя, центральная борозда поделила лоб и темя, и так вот как раз с одной стороны от центральной борозды будет постцентральная извилина, где находится вся чувствительность, и принесла туда сигнал, что нас укололи или укусил комар. И несет в ту зону коры, согласно соматотопическому представительству, здесь нарисован гомункулюс Пенфельда или соматотопическое представительство, носит в ту зону, которую нас укусил комар. Если это нога, то сюда, если это лицо, рука, локоть, плечо, это вот сюда. И в этой зоне постцентральной извилины появляется сигнал «боль, укусили». Да? Вот, собственно, как происходит вот это все. Мы с вами
разобрали строение проводников болевой и температурной чувствительности. Сейчас я расскажу, как идет проводники глубокой и тактильной, а после этого расскажу смысл этого рисунка, зачем он нужен в клинической практике. Второе, самое сложное по неврологии. Все остальное запоминаемое, имеет аналогии. Здесь аналогий нету никаких, это абсолютно новая информация, которую вот просто ни с чем не сравнить. Итак, мы с вами будем разбирать проводники глубокой и тактильной чувствительности, или проводниковый путь глубокой тактильной чувствительности, который изображен зеленым через, например, веретенообразный рецептор, импульс, при возбуждении рецептора, раздражение рецептора, электрическое возбуждение, идет псевдоуниполярный нейрон, который является первой клеткой данного проводникового пути, который находится в спинномозговом ганглии, в составе спинномозгового корешка. В составе заднего корешка входит спинной мозг, минуя серое вещество, сразу заходят задние канатики белого вещества спинного мозга. Канатики называются Голя и Бурдаха. Один Голя, другой Бурдаха. И в задних канатиках спинного мозга на одноименной ипсилатеральной стороне или гомолатеральной, гомо, ипси, односторонние. Это все три слова. Да? Называйте на любом языке, как вам удобно. Ипсилатеральная сторона, гомолатеральная сторона или на одной стороне. Поднимается до второго нейрона. Перекрест осуществляется точно так же, как и в болевом пути осуществляется вторым нейроном, но осуществляется не на уровне передней серой спайки на 1-2 сегмента выше, а осуществляется на уровне олив, на уровне, где спинной мозг контачит с продолговатым мозгом. На этом уровне идет перекрест отростков второго нейрона на противоположную сторону, который доходит точно так же до таламус оптицы, точно так же, где боль окрашивается эмоциями, боль окрашивается нашими чувствами, идет информацию, дает в эмоциональные, лимбические структуры головного мозга и отправляется туда же, в постцентральную извилину головного мозга и дает информацию о том, что наш сустав на ноге согнулся. Ну, то есть, например, мы идем с вами, и у нас идет информация сустава. Сустав согнулся, сустав разогнулся, сустав согнулся, сустав разогнулся. Зачем это нужно? Ну, например, с закрытыми глазами или в темноте вы можете выполнить большинство действий, которые вы уже выполняли до этого много раз. То есть вы дома у себя знаете, что находится, ну давайте так, стакан с водой, да, что вы пили, например, вечером, легли спать, вы идете в темноте на кухню, вы знаете, что стакан стоит с водой посередине стола. И вы дойдете, и в полной темноте, все выключено, ваша рука найдет этот стакан воды и спокойно его поднесет не к уху, да, и не себе за шиворот, или там кому-то за шиворот, а поднесет именно в рот, откуда вы это можете выполнить. Благодаря тому, что у вас постоянно рецепторы, которые находятся в ваших связках, сухожилиях и суставах, вам все время дают информацию, что они это делали днем, под контролем зрения. Сейчас контроля зрения нет, они запомнили примерный путь, где примерно должны сгибаться суставы, и они спокойно донесут эту воду до вашего рта, и вы напьетесь, а не напоите кого-то за шиворот. Вот, собственно, зачем нужна эта система. Так, теперь, собственно,
весь смысл. В случае сдавления, тут нерв, это спинальный корешок, это спинной мозг, это головной мозг. Ну, давайте патологию начнем. Откуда мы ее начнем? Давайте начнем, например, с рецептора. Ожог кожи, рецепторы не работают, информации мозг не получит. Срезан лоскут кожи, пересадка кожи. Пока не проросли нервы к рецепторам, информации не будет. Следующий вариант. Нерв какой-то, вот вы видите, где у меня на схеме двигается курсор. Какой-то нерв сдавлен. Ну, давайте это будет, например, локтевой в кубитальном канале, самое частое. Где он находится, этот кубитальный канал? Локтевая кость, если вы кулак к себе пальцами, ладошкой повернете, да, то вот как раз здесь между мыщелком плечевой кости будет находиться сразу же, который ближе к вам, внутреннему мыщелку плечевой. Тут находится канал, где проходит нервус ульнарис. Если вы сильно нажмете или ударите локтем об стол, то у вас прострел пойдет по внутренней стороне предплечья, там, где зона ульнарис. Точно так же он в этом канале при переломах, при сдавлениях он может повреждаться. Вот. И вот смотрите, что будет в том случае, если вот этот нерв поврежден. Информация с этого нерва, если он будет перерезан, вообще сдавлен, информация с внутренней поверхности предплечья не будет поступать в мозг. Эта мышца, которая иннервирует, это не движение, это только чувствительность, не будет чувствительности. В том случае, если корешок, вот этот спинальный, сдавлен грыжей межпозвонкового диска, то этот корешок, а их всего, этих корешков, вот начиная с C1, цервикса 1, да, с шейного первого, до S1, сакральный 1, который выходит между L5, это поясничный 5, и крестцовым 1, будет каждый корешок слева-справа. И вот если грыжа диска вылезает, сдавливает в какую-то сторону левый или правый корешок, то чувствительности не будет в этой зоне. Полосатого человечка покажу через 4 слайда. Вот он там на маленьком виден. В том случае, если опухоль спинного мозга сдавит половину спинного мозга, ну липома выросла. Давайте мы сделаем. Вот это лево. И опухоль мы нарисуем сдавливающую слева. Так вот, если опухоль сдавила спинной мозг слева, все, что выше, работает. А все, что ниже опухоли, здесь сдавили все, что ниже опухоли, то глубокая чувствительность на этой стороне, вот это лево, на стороне опухоли, на ипсилатеральной левой стороне, глубокая чувствительность работать не будет ниже уровня сдавления спинного мозга. Так как мы видим, что проводник, он идет вниз одинаково, а этот перекрещивается, то если я сдавливаю здесь, то слева, то болевая чувствительность ниже уровня поражения пострадает на 1-2 сегмента ниже с контрлатеральной стороны. Это синдром поражения половины поперечника спинного мозга мы с вами рассмотрели, или синдром Браун-Цикара. Вот, то есть глубокое на стороне повреждения или поражения пострадало ниже, а болевая не будет чувствоваться мозгами, потому что сигнал не будет идти в мозг на противоположной стороне. Хотя мозг будет сдавлен слева, то справа все, что ниже, не будет чувствовать. В том случае, если очаг в правой гемисфере головного мозга, опухоль, гематома, инфаркт мозга, без разницы что, в правой гемисфере, то, как мы видим, все и глубокое, и болевая температурная на противоположной стороне по гемотипу, по половинному типу не будет чувствовать человек. Это было самое сложное в лекции, самое сложное в неврологии, не имеющее никаких аналогов. Все остальное на основе уже имеющихся знаний, все очень просто. Есть особенность расположения
проводников в спинном мозге. Называется закон эксцентричного расположения волокон. Волокна от ног снаружи, от рук внутри. Зачем эта информация? Приходит ко мне пациент и говорит: у меня перестала чувствовать нога, одна, правая, например, да, правая нога перестала чувствовать. Через 2-4 недели перестала чувствовать, все выше поднималось вот это онемение и перестала чувствовать рука. Да? Только на одной стороне. Сначала нога, потом рука. Если мы с вами вернемся к мозгам, посмотрим. Здесь возможно вот сделать так, чтобы, например, онемение ползло, не давайте, очаг распространялся, как, например, какой-то червь, сначала рука, потом ближе к ноге. Есть такое заболевание, которое так ползет по мозгу? Нет такого заболевания. Есть такое заболевание или патологический процесс, который компримирует ногу, а если это образование растет, то компрессия увеличивается и дальше сдавливается нога, туловище, рука. Да, есть, это называется экстра, то есть наружу, медулярная, медуля – это спинной мозг, компрессия. Получается экстрамедулярное сдавление, экстрамедулярная компрессия спинного мозга. Мы понимаем, что у данного человека что-то экстрамедулярно давит. Мы говорим: давай быстренько делай МРТ и иди к нейрохирургу с этими данными. Он тебе по возможности, если это не злокачественный метастаз, он тебе удалит, и ты все будешь чувствовать. Ну, а там с чувствительностью, естественно, двигательная идут волокна. Он еще парализованный, этот пациент. Но это мы дальше увидим. Вот. Если же второй пришел пациент и говорит: сначала была рука, а потом нога, мы понимаем, что это образование находится интрамедулярно и имеет, скорее всего, инфильтративный экспансивный рост, и оно неоперабельно, потому что вычерпать ложкой середину спинного мозга нельзя. Вот. И этот человек неоперабельный. И мы, конечно, ему сразу же это не скажем, потому что диагноз только предварительный, по осмотру, по анамнезу. Мы просто скажем, что вы делаете МРТ, не говорим, что надо куда-то бежать, потому что в голове уже мы с вами сформировали локализацию опухоли и смотрим, что это такое. Гомункулус Пенфельда еще один раз вам предлагаю. В 1948 году прошлого века был нарисован. Здесь сегментарная иннервация кожи головы представлена в зависимости от длинного, локализация длинного ядра тройничного нерва. Есть эксцентричное расположение, то есть те ядра, та часть ядра, которая находится каудальнее, кауда-хвост, то оно и каудальную часть, получается, лица головы иннервирует, а та часть ядра, которая находится рострально, рострум нос, она, собственно, на роструме и находится. Ростральная часть ядра, ростральная и иннервирует кожу, а дорзальная, каудальная, кауда-хвост, каудальная часть ядра, каудальную часть, вот заднюю, собственно, головы иннервирует. Это по локализация по ядру, длинному ядру тройничного нерва в ромбовидной ямке. Вот. А это черепно-мозговые нервы различные, которые тоже иннервируют голову. То есть в зависимости от повреждения, или это ветка нерва, или это ядро, или это черепно-мозговой нерв, будут совершенно 3 разных картинки, 3 разные жалобы, и я могу, собственно, по характеру жалоб пациента и по проверке иголкой чувствительности я могу определиться все-таки, какое место нервной системы, а потом уже и какой диагноз могу уже поставить, и дальше уже лечение. Каждому сегменту спинного мозга соответствует дерматом какой-то. Зачем мне это надо? Пациент приходит и говорит: у меня есть боли в каком-то определенном месте. Я смотрю, он совпадает с зоной иннервации сегмента или корешка спинного мозга, или с зоной иннервации какого-то нерва. И тогда могу поставить, опять же, топический диагноз. Я могу это иголкой проверить, а могу послушать его боли. Например, он пришел и говорит: прострелила поясницу и отдает боль по задней поверхности ноги. Задняя поверхность ноги, я знаю, что это сегмент S1, и знаю, что он может сдавливаться грыжей диска, которая выходит из диска между 5-м и 1-м поясничным и сакральным позвонком. Мы делаем рентген или МРТ и видим грыжу диска L5-S1.
И я понимаю, что именно она сдавила этот корешок, именно вот эта боль у пациента есть, и причина грыжа диска. И если боли нестерпимые, не купирующиеся, тогда, естественно, невролог говорит: иди к нейрохирургу для удаления грыжи диска, если пациент не может терпеть боль или пошли осложнения. В том случае, если мы фотографируем, а грыжи диска нету, например, она на сегмент выше, например, грыжа диска L4, L5, а у него боль по задней поверхности ноги нестерпимая, он побежит к нейрохирургу, а вот отрезать там вот эту грыжу не надо. Почему? Потому что L4, L5 – это парез стопы. А стопа не парализована, а боль в другом месте. Получается, отрезаешь асимптомную грыжу, которая не дает никаких симптомов. Зачем ты лезешь в позвоночник и даешь анестезию? Да, а как вы помните, после любой анестезии, уже это описано, да, и уже никто это не скрывает, что после любого наркоза есть постнаркозные когнитивные нарушения. Они описаны и в иностранной, и в русскоязычной литературе, и уже все это знают. Поэтому лишняя операция – это не благо. Поэтому, зная локализацию корешка, кем он должен быть сдавлен, просто больной не получит ненужного лечения. Ну вот я привел очень частный пример нейрохирургической операции, что если совпадает и клиника, и грыжа, и желание пациента, и нету противопоказаний со стороны анестезиолога-нейрохирурга, все карты сложились, все симптомы утрясены в одно, тогда пациент может быть прооперирован. Если что-то не совпадает, то это будет безрезультативно. Вот зачем мне знание сегментарной иннервации кожи у человека. А если это будет нервы, то расположение будет совершенно другое. При проверке чувствительности, согласно международному протоколу, мы используем проверку тактильной, болевой, вибрационной и суставно-мышечного чувства. Это чаще всего при диабетической полинейропатии. Камертон, игольчатый молоток, иголка, щетка, термодатчик, есть такие определенные штуки, которые нам позволяют пациенту определить холодно-горячо. Глазки закрывают, глаза открывают, на коже рисуется тупым предметом без красителя рисуется крестик или нолик, и мы проверяем, что есть определение или нет, знает ли он название пальцев или нет. Слушая больного, можно определиться, какое нарушение чувствительности есть у него. Он может нам пожаловаться на то, что когда его колят иголочкой, он чувствует, будто его обожгли кипятком. Это будет называться дизестезия. Ну, вот вы видите на слайде ее подробное описание. Если одиночный укол иголки испытующего врача-испытателя, проверяющего одиночный укол, воспринимается, иголки у нас тупые, не швейные. Или вот берется, если нету на молоточке иглы, то берется игла от шприца, она затупляется конец, чтобы не могла проколоть. И вот, собственно, такая иголка используется для проверки чувствительности. Если один раз уколол врач, а пациент говорит, укол рассыпается, как будто игольчатым молоточком. Это называется полиэстезия. Синестеты. Есть, конечно, да, гениальные люди, которые светомузыкальные симфонии пишут и чувствуют вместе с музыкой, чувствуют свет, синестеты. Кстати, по поводу синестезии, у меня будет по поводу синестезии, я немножечко о ней буду говорить в структуре своей телевизионной передачи, которая будет 11 октября, сентября, какого октября-то? На той неделе, пятница вроде бы 11 это, 11 пятница, ну, давай посмотрим. Да, в пятницу в телевизионной передаче, которая будет называться «Нарушение памяти у молодых» или «Как прокачать мозг». Передача, насколько я помню, начинается, это новгородское телевидение, в 12:40, она идет полчаса, в 13:15 она заканчивается, в 12:40 новгородское телевидение.
Так что, если кто хочет, посмотрите. Там я буду говорить в том числе не только про патологию памяти, а я буду говорить в том числе, как прокачать мозг, и там буду использовать термин синестезия, зачем и так далее. Если остается время на практических занятиях в больнице, и у меня есть время как у врача, и как у заведующего, и вы хорошо занимаетесь, то я вам могу эти данные по синестезии тоже рассказать на практических занятиях. Так вот, раздражение одного анализатора пациент воспринимает в виде симптомов раздражения другого анализатора. Укол, а он услышит дуновение ветра или запах или вкус музыки. Аллохирия. Аллос – чужой, хейрос – рука. Чужая рука, другая рука. Колю справа, чувствует слева. Раздвоение, примерно говорили. Гиперпатия. Гиперпатия тоже характерна для полинейропатии, для сахарного диабета. Что расскажет пациент в данном случае? Он скажет, что при уколе иголкой он отдернет ногу, скажет, почему так больно и что вы со мной сделали. У меня до сих пор болит, покажите мне мою ногу или руку, вы, наверное, там оставили иголку. Вот так описывает проверку, однократный укол иглы невролога, описывает пациент с гиперпатией. Мы напишем в дневниковой записи или в амбулаторной карте напишем, что это гиперпатия. Это мы с вами рассмотрели виды чувствительных расстройств, а это типы. Типы бывают церебральные. Соответственно, это поражена кора головного мозга или подкорковые ядра, например, внутренняя капсула. Или проводники тоже в головном мозге, но чаще всего корковая или подкорковая типы. Спинальные варианты. Мы с вами рассматривали синдром Браун-Сикара, рассматривали с вами сдавление липомой спинального канала, сдавление половины поперечника спинного мозга, и получаются проводниковые расстройства чувствительности ниже уровня поражения. При сдавлении корешка мы с вами тоже сказали, что все, что иннервирует данный корешок или данный нерв, будет невральный тип, вся та чувствительность будет страдать. И показал вам на вот этом полосатом человечке, были показаны сегментарные, они же практически равны корешковому типу. Да, какой-то сегмент не работает, и можно определиться, какой же это корешок, согласно вот этой картинке в полосатого человечка. Ну, например, сосковая линия – это TH5. Пупок, значит, реберная линия – TH7. Когда происходит поражение нерва, первая фаза зачастую бывает раздражением, и как раз вот пациент рассказывает нам о всех феноменах. То есть может появляться не сразу же нерв отключается, то есть анестезия или аналгезия. Пациент может нам рассказать о разных типах извращения чувствительности, которые мы с вами рассмотрели дальше. А если повреждающий фактор, ну, например, диабет, алкоголь или компрессия нерва, если он или гематома, или сепсис, другая интоксикация, вирусная инфекция, если повреждающий фактор сохраняется, то тогда потом будет утрата чувствительности, гипостезии, гипо, мало. И потом то есть отсутствие анестезии. Обычно происходит так, может быть немножко иначе. В том случае, если у пациента есть какой-то повреждающий агент диффузного характера, системный фактор, алкоголь или диабет с микроангиопатией, то возникают так называемые полиневропатические расстройства, когда не один нерв где-то сдавлен, да, а сразу же много, по типу носков, по типу гольфов, гетров, чулков и так далее, выше может подниматься. Да. На руках это будут называться перчатки там, или длинные перчатки, например. Да. Задние корешки будут выглядеть на картинке примерно таким образом.
задний рог таким, сирингомиелия, сирингобульбия с поражением белого вещества спинного мозга будет на МРТ выглядеть так. В основном происходит нарушение чувствительности термо. То есть этот пациент приходит, не чувствует тепло, то есть он может обжеться об горячий чайник. Чайник вскипятил, он его потрогал рукой, горячий он или нет, и ожог на кисти. Он потом замечает на кисти ожог, откуда он взялся, термочувствительность не работает, он потом идет к врачу, и вот так выявляется сирингомиелия. Или в деревнях эти пациенты сжигали себе спину, то есть греются о печку, не чувствуют, что печка горячая, сжигают себе всю кожу на спине, термический ожог кожи, а пациент, так как не работает сегментарное расстройство чувствительности, есть пациент, тепло, термочувствительности у него нету, и идет ожог. И так появляется диагностика, так он появляется у нас на приеме. Передняя серая спайка, там перекрещиваются два пути, и будет вот такая вот полукуртка. Это поражение задних чувствительных канатиков, так и будет видно у человека. Боковые канатики, утрата болевой чувствительности. Следующий пациент – это Броун-Цикар, причем очаг поражения у данного пациента будет вот здесь слева. Почему? Потому что зеленый – это вибрационная чувствительность на стороне, на ипсилатеральной стороне, ниже уровня поражения, не будет чувствительности глубокой. А болевой, почему я сразу же предположил, что именно здесь вибрационная, потому что болевая на 1-2 сегмента ниже, на противоположной. Вот на 1-2 сегмента ниже болевая температурная будет страдать при сдавлении спинного мозга с левой стороны. Вот так вот выглядит синдром Броун-Цикара. Они есть при поражении спинного мозга, поражении половины поперечника спинного мозга. Если поражается ствол головного мозга, то на стороне поражения будет черепной нерв, а на противоположной будет утрата всех видов чувствительности. Внутренняя капсула. Мы с вами уже говорили, что если у человека поражается кора головного мозга на всем протяжении, согласно гомункулюсу Пенфельда, то тогда не будет чувствительности на лице, руке и ноге. Но чтобы вся кора перестала работать, это должна быть декортикация. Декортикация – это кто? Это отравление угарным газом больше 5 минуток, это отсутствие дыхания в период удушения, это повешенные граждане, это все реанимационные больные. И третье – это остановка сердца, когда была неадекватная реанимация. То есть если хорошо качать сердце, даже в течение получаса мозг не страдает. Если делать компрессию 5 сантиметров сотни в минуту, то тогда мозги не страдают, и этот человек возвращается абсолютно тем же, не увидев никакого белого света в конце туннеля. Он возвращается абсолютно таким же, потому что это описано в учебниках, это есть в нашей практике. Последнего, которого я завел, на какой минуте? На 7-й минуте, что ли, я завел, или на 12-й, не помню. Но в итоге он был абсолютно тем же до остановки, то есть он не потерял ничего. Ребер не сломал, ну, качал достаточно хорошо. Это было последние месяца 3 назад, еще до ковида. Вот, поэтому при адекватной реанимации, конечно, декортикации не будет. Вот. А в том случае, если поздно обнаружили или были воздушные пути заняты, например, рвотными массами, или язык западал, или неудобно лежал, или неправильная методика была реанимационного пособия, вот, то тогда произойдет декортикация. Вот. Не было рядом медработника, который умеет дышать, качать. Вот. Декортикация редко. Поэтому, чтобы вся кора перестала работать, конечно, редко. В больницах умеют реанимировать, и больные возвращаются с теми же мозгами, если сердце заводится. Вот. А внутренняя капсула, там все плохо. Даже буквально ее поражение, вот очаг должен быть диаметром 1-1,5 сантиметра, там компактно сходится от всей коры
проводниковые пути чувствительности, и при поражении буквально 1 сантиметра в диаметре все виды чувствительности гемотипа пострадают. Поэтому внутренней капсуле, конечно, на противоположной контрлатеральной стороне все пострадает, это будет плохо очень. Это постцентральная извилина, как мы с вами говорили, по гемотипу. Функционалы. А кто это такие? Функционалы, ну вот этот человек похож на полиневрит, первый. Дело в том, что у полиневрита не будет онемения головы. Этот актер или эта актриса, истерик или, значит, или мужчина, или женщина, они тут предъявят полиневрит, но чтобы было нарушение чувствительности, гипостезии или гиперестезии всех корешков или всех веток тройничного большого затылочного нерва, такого, конечно, не бывает. Там есть другие редкие заболевания, которые вот к этим видам не относятся. Вот, поэтому вот это будет неправильно, не по закону расположения проводников. Вот, или, например, смотрите, здесь куртка есть, а руки здесь не присутствуют. Хотя Т1, он должны быть руки, тоже неправильное. Или, например, все работает, кроме одной полосочки. Вот, тоже неправильно. То есть все, что не подчиняется закону об анатомическом расположении проводников, то, конечно же, будет истерия. Ну, про это, собственно, я проговорил. Пациент нам может пожаловаться на следующие виды парестезии. Что это такое? Парестезия – это ощущение ползания мурашек. Вы такое все испытывали, когда долго находитесь на корточках, долго сидите на высоком неудобном стуле, который сдавливает подколенную, например, ямку, нарушает кровообращение, вот, и мурашки побежали. И пациент назовет, мы напишем в истории болезни парестезии. Боль, астериогноз, парестезии, полиэстезии, дизэстезии. Количественные. Есть гипоэстезия, снижение чувствительности, гиперестезия, повышение чувствительности, анестезия, ее отсутствие. Если это только боль, то это будет гипалгезия, гипералгезия или аналгезия, если это касается только боли. А если всех видов чувствительности, то это гипер, гипо и а. Вот так будет называться вот этот термин. Ребята, вы хотите перерыв или нет? 168 ребят. Тогда вы получите бонус. Боль не входит в тему лекционного курса. Боль практически не входит в тему практических занятий. Это минимально, это уже из лекций для клинических ординаторов, интернов и для врачей. Поэтому бонусом за то, что вы отказались от перерыва, вы получите тогда мой рассказ о боли. Это уже уровень здесь студенческий, переходит в уровень врача. Ну давайте, ладно. Так как это всего лишь один раз в год, то я могу и свое время тоже потратить и рассказать вам про боль. Сейчас единственное, я возьму себе стакан воды, потому что я очень долго говорил. И мы поговорим с вами о боли. 1 минута.
есть еще один бонус. Недавно записали видео не для студентов, а для граждан, для новгородцев. Записали видео, где я рассказываю про 4 причины головных болей. Это видео, кто захочет, когда мы закончим с вами сегодня лекции, я надеюсь, что мы их закончим в начале 4-го, не в 4, а в начале 4-го я вам поставлю ролик, видео про головную боль. Кто захочет, его посмотрит. Он на YouTube, я его, наверное, выкладывать не буду, потому что этот ролик записан фирмой, а я еще не посмотрел, что эти права принадлежат фирме или мне. Поэтому я вам вот сейчас вот в приватном зуме я вам покажу этот ролик в самом конце передачи. Итак, боли. Пациенты к нам придут, жалуются на боль. На боль жалуются все. Поэтому, конечно, самая интересная тема в неврологии. Да и вообще в медицине. Местные. Это тогда, когда совпадает с поражением рецептора. Тогда это будет местная боль. Ее очень легко локализовать. Проекционные боли. Поражение в одном месте, ну, например, корешком сдавлено, грыжей диска межпозвонкового сдавлен корешок, а болит нога. Пациент что будет делать? Или необученный гражданин? Он будет натирать и мазать ногу. Вот. Потому что он специального образования же не имеет, он будет ногу мазать. Хотя это на дистанции, причем на полуметре разница. Вот, проекционная боль. Иррадиирующая. Поражен один корешок, а зона будет большая, потому что мышца иннервируется несколькими корешками. Или, например, связка, фасция иннервируется несколькими корешками. Один корешок, фасция большая. Может быть спазм или боль может перейти в целый регион. Отраженные зоны Захарина-Геда вам упомянут у них на лекциях или практических занятиях по внутренним болезням. Реактивная. Нужно сдавить или натянуть нерв при проверке симптома натяжения, симптом Лассега или симптом Нери, когда мы хотим узнать, есть ли поражение нервов и мышц, мы просим пациента согнуть голову. Если он сгибает с болью, симптом Нери – боль, поражение нервов и мышц. Если он вообще не может согнуть голову, а боли особой нет, мы вообще думаем, что это ригидность мышц затылка и менингит или субарахноидальное кровоизлияние. Фантомные, каузалгия, боли вместе анестезии. По определению ИАСПА, Международной ассоциации по лечению боль – это неприятное ощущение, но и эмоции, связанные не только с действительным, ну, то есть туннельный синдром или сдавление грыжей диска, или ударом по нерву, например, или сдавление гематом, а также возможным повреждением тканей. Получается, по международному определению, плачущая девушка, которой кажется, что у нее болит спина, потому что она видела соседку, у которой болит спина, и она ходит с Акберной каждый день. И эта плачущая девушка назовет свои ощущения болью и придет к неврологу, и невролог должен будет назвать во всем мире, потому что это международное определение, должен будет назвать это состояние этой плачущей девушки, которой кажется, что у нее где-то болит, он должен будет назвать, согласно этому определению, это болью. Вот. И чтобы разобраться с этим, нужно определиться вообще, кто перед нами. Дело в том, что лекарство назначишь не то, эффекта не будет, и мнение о таком враче будет, естественно, что этот врач не помог. Да? Лекарства потрачены, гастрит заработан, а эффекта нет. Поэтому мы должны четко понять, если это пациент для нестероидных противовоспалительных препаратов, то есть кеторол, эндометацин, диклофенак, сургам, декскетопрофен, фастум местный,
НАЙЗ, Немесил, пациент с ноцицептивной болью, то мы должны посмотреть, что боль четко локализуется пациентом. Он описывает четкое место, округляет пальцем данную зону. Здесь можно увидеть, что изменена кожа, изменены ткани, там был факт воспаления, травмы. И эта боль возникает из-за того, что повреждены ткани, сдавлены рецепторы именно в ткани. Ноцицептивная боль будет хорошо поддаваться лечению нестероидными противовоспалительными препаратами, которые я вам рассказал. В том случае, если у пациента опухоль таламуса, постинсультная киста в подкорке головного мозга или спинном мозге, опухоль спинного мозга, сдавленный корешок туннельным синдромом в запястье, в кубитальном канале, в спинальном канале, сдавленный грыжей диска корешок спинномозгового нерва, то эта боль никакими не НПВСами, нестероидными противовоспалительными средствами купироваться не будет. Это боль на отдалении. Эта боль с всеми видами предъявляет пациент извращенные виды чувствительности. Эта боль постоянная, она неприятная, она ничем не купируется тем, что есть у него в домашней аптечке. Это боль из-за повреждения нервной системы, как центральной, так и периферической, или то, или другое. Это нейропатическая боль. Она лечится по законам лечения нейропатической боли, и препараты у нее совершенно другие. Эта гражданка, которая к нам пришла, я вот начал рассказ с вами обсуждать девушку плачущую, она может иметь третий тип боли, но четвертого не дано, психогенную боль. И она тоже придет к неврологу. И ее сразу же отдать психиатру как бы нельзя, потому что она пришла со словом «боль». Да? Мы должны сначала исключить все органические причины, и когда мы уверены, что органических соматических причин для боли нет, только потом отдать специалисту по душевным болезням, да? Чтобы не пропустить какую-то соматику и потом не получить юридические претензии от пациента. Вот, поэтому, естественно, она придет к соматическому специалисту. Это будет хирург, терапевт, невролог, стоматолог, лор, ну, реже окулист. Психогенная боль. А вот тут есть фармакотерапия и есть психотерапия, вплоть до гипноза. Тоже совершенно другие моменты. А бывает пациент, у которого находятся причины все три вида. Он полиморбиден, данный пациент, и у него, получается, есть симптомы всех трех видов болей. Получается, что это смешанная боль, и нам нужно выбрать какое-то одно лекарство, с которого начать, один путь, потому что если мы начнем сразу же пациенту все три вида воздействия на ноцицептивную, нейропатическую, психогенную, во-первых, мы не узнаем, какое же лекарство подействовало и какой же был диагноз самый верный, потому что они друг друга маскируют, и мы не узнаем, чем продолжать лечение, не всеми же тремя препаратами. И при взаимодействии большего количества препаратов, естественно, возникает риск побочных осложнений, то есть вот эта полипрагмазия, когда пациент принимает большое количество лекарств, конечно, опасен для здоровья. Вот поэтому нам, конечно, при смешанной боли надо попробовать вычленить того компонента, который больше выражен, и начать лечение с него. Ну, а потом уже, собственно, потом. Есть такая ситуация, что приходит пациент и говорит, ну, мы назначаем лечение, он возвращается через 2 недели. Это стационар, амбулатория, нету особенной разницы. И врач, который назначил лечение, через 2 или энное время, недели спрашивает, как у вас дела, изменилась ли ваша боль. Пациент говорит, ничего не помогло, ваше лечение безэффективно, дайте мне что-то другое. Такая ситуация может быть. Как защититься от нее? Потому что это же субъективное чувство. Как ты его
в баллах-то выразишь. Оказывается, можно, во всем мире это используется. Есть так называемая ВАШ, визуально-аналоговая шкала ВАШ боли, где на 10-сантиметровой линейке при первичном приеме мы предлагаем пациенту, это ВОЗовская рекомендация, да, ВОЗ в том числе, мы предлагаем пациенту показать пальцем, где 10 нестерпимая, 0 или 1 – это ее отсутствие, где же находится ваша боль. А потом, назначая лечение, он приходит на второй визит через какое-то время, и мы говорим, покажите, и записали первые данные в амбулаторную карту, и второй визит мы тоже отмечаем, сколько баллов нам указал пациент. Он явился первый раз с 8 баллами, а на второй визит показывает 5 баллов, что это вот умеренная боль. И говорит, мне ничего не помогло. Вы отлистываете карточку назад, показываете ему, что 2 недели назад вы предъявляли сильнейшую боль, которая мешала вашей жизнедеятельности, это 8, сегодня у вас 5, вы можете трудиться, вспомните сами. Значит, лечение, которое я, доктор, выбрал, значит, оно эффективно. Пациент задумывается на секунду, говорит, а то и правда, мне же стало легче, я не мог ходить, я не мог спать, просыпался из-за боли, не мог поднять больше килограмма в руку, а сейчас-то я могу. И пациент, получается, уходит довольный с вами, и вы не назначаете по второму кругу препараты, и вы не продлеваете листок нетрудоспособности. Все довольны, пациент быстро вылечил и дал вам положительные рекомендации. То есть ваш визуально-аналоговая шкала – это попытка очень удачная объективизировать субъективное чувство боли. Ну, вот этой шкалой, конечно, надо пользоваться. Зона сегментарной иннервации полосатого человечка я вам показывал. Мы все время смотрим, по какому типу данный человек предъявляет болевые ощущения. Самый первый наверху мужчина – это пациент с поражением ствола головного мозга, потому что у него лицо, чувствительность нарушена справа, а слева у него по гемотиму, кроме лица. Получается перекрест. Перекрестное нарушение чувствительности – это только ствол мозга. Если бы было все по гемотипу с одной стороны, это полушарие. Это спинальный больной. Вот здесь вот на уровне спинального. А это полиневрит, про который мы с вами говорили. Перчатки, носки. Грыжа диска сдавила корешок. В норме у нас очень быстро переносится нервный импульс, благодаря перехватам РАН-Е, от клетки эффектора, от клетки, значит, возбужденной до органа эффектора. В случае, если поражен нерв какой-то болезнью, например, аутоиммунная демиелинизация, это кто? Это вирус нейротропный. Какой вирус? Например, вирус COVID-19. Он избирательно поражает обонятельные волокна и запаха не чувствует большое количество пациентов. Идет денервация. У части пациентов вкусовые волокна поражаются тоже. Денервация. Любой другой нейротропный вирус, который денервирует, демиелинизирует, получается, денервирует какое-то волокно, соответственно, волокно перестает работать. Почему оно перестает работать, если у него происходит демиелинизация? Скорость передачи по волокну очень важна. Ну вот смотрите, я захотел дотронуться до носа. Я это придумал, передал на орган эффектора мышцы, и действие произошло очень быстро. Скорость, чем выше, тем толще волокно. Для того, чтобы передать мое желание от мозга до стопы, должно диаметр нервного волокна быть вот таким большим. Одного нервного волокна. Одного. Но там нервных волокон очень много. Это получается, нервный ствол был бы в полметра охватом. А у меня нога-то не полметром охватом. Как решила природа. У мухи, кстати, нету вот этих вот миелиновых
нет перехватов ранье, нет миелиновой оболочки, у нее решено скорость движения крыльев, решена природой или кем-то, решено толщиной нервного волокна. Но муха сама маленькая, а человек-то высокий, длинный, ему нужна скорость еще выше, а толщина нервного волокна должна быть малепусенькая. Она придумала миелиновую оболочку, где потенциалы действия перескакивают через часть клетки, перескакивают вот в эти перехваты. И импульс движется гораздо быстрее, чем сама длина. Если часть перехватов исключаются из работы, то замедляется движение импульса, и он становится неактуальным. Я говорю: стопа, согнись, я хочу произвести движение ногой, а она согнется, предположим, через 5 минут. Вы понимаете, через 5 минут-то уже будет неактуально. Вот. Поэтому демиелинизация, отсутствие функции движения, ну, в том числе пациент предъявит различные виды жалоб, которые как раз будут характерны для нейропатической боли, да, не для ноцицептивной боли. Они скажут: прострелило током, холодом, обожгло, ноет, изворачивает и так далее. Вот, нейропатическая боль. И все виды симптомов, которые только могут быть, пациент может предъявить при поражении нервной системы. Ну и мы еще с вами поговорили о плачущей девушке. Если она плачет до 3 месяцев, это один диагноз. Это, вероятно, ипохондрическое тревожное расстройство. Но если она плачет уже дольше, да, чем 3 месяца, можно подумать, что это уже другое заболевание. И дело в том, что определиться, кто же был первичен, депрессия, боль или боль-депрессия, очень тяжело, но дело в том, что у пациентов, у которых есть хронические, например, головные боли, это вот ХГБН, до 87%, периодические, значит, статьи в нашей литературе считают до 80-70%, что, может быть, это пациенты уже с депрессией. Вот. А так, в принципе, депрессии довольно много, до 20%, то есть практически каждый 5-й. В России как бы это еще пока не принято, а за рубежом довольно принято назначать антидепрессанты.